начале 19 века военные фортификаторы строили самые серьезные планы ликвидации старинного города Брест-Литовска и возведения на его месте мощной и современной крепости. Проводились исследования, составлялись проекты, но реализовать эти намерения долго не удавалось по разным причинам. Только через 15 лет, уже во время правления императора Николая I, вернулись к идее строительства крепости Брест-Литовска. В 1830 году город над Бугом посетил московский книгоиздатель Николай Головин. Город находится в жалком положении, как в смысле зданий, так и самих жителей, так как он недавно почти весь сгорел, и правительством не разрешено строить вновь. Причина этого запрета в том, что государь-император, как говорят, думает этот город переделать в крепость. В октябре 1830 года император Николай I одобрил проект возведения Брест-Литовской крепости на территории древнего города. Восстание в Польше 1830 и 1831 годов лишь на некоторое время отсрочило исполнение приговора в отношении древнего города. Новые городские кварталы велено было размещать за 2 километра северо-восточнее крепости. Такое решение горожанами было воспринято неоднозначно. Вот как об этом пишет в своих воспоминаниях писательница Полина Венгерова. Эта новость повергла всех в ужас. В души горожан закралось предчувствие полного разорения. Для моих родителей проект возведения крепости означал катастрофу, потому что сносу подлежал не только наш прекрасный дом, но и большой кирпичный завод в 2 верстах от города. Отец с огромным трудом преодолел шок, вызванный новым указом. Но он, как и другие домовладельцы, утешал себя заверением императора, что правительство возместит им весь ущерб. Но надежды горожан не оправдались. Поначалу высочайшим соизволением на постройку в форштадтах домов была отпущена суда 150 тысяч рублей. После пожаров беднейшим жителям, переселявшимся на новое место, безвозвратно выдали 70 тысяч рублей, немногим меньше отпущенной суммы. Но деньги быстро закончились. Остальные горожане вынуждены были решать возникшие трудности по переселению на новое место жительства кто как может. Каждый домовладелец должен был в ближайшее время сам снести свой дом на собственные средства. В противном случае грозил денежный штраф. Были установлены жесткие сроки сноса. Времени едва хватало на то, чтобы подыскать жилье в новом городе. О том, чтобы отстроиться заново, теперь, разумеется, не было и речи. Богатые оказались так же беспомощны, как и бедные. На бедственное положение жителей Брест-Литовска внимания не обращали. Главным было строительство крепости. Вести наблюдение и управлять строительным процессом было поручено генерал-фельдмаршалу князю Варшавскому, графу Ивану Федоровичу Паскевичу-Реванскому. Назначение на эту должность, особо весьма близкое к Николаю I, не случайно. Это является свидетельством личного интереса императора в успехе создания крепости с непосредственным его участием. Инженерными делами руководил генерал-майор Иван Ден, занимавший должность главного инженера действующей армии. Думаю, нет необходимости перечислять всех высокопоставленных строителей крепости Брест-Литовск. Документы свидетельствуют о том, что в строительном процессе был задействован весь цвет военно-инженерной школы Российской империи. В следующую субботу вы узнаете, с чего начиналось строительство крепости Брест-Литовск, кто такие грабари, как создавались земляные валы и почему водные преграды вокруг крепости не являются обводными каналами.